Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. Я Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Прибалтика продолжит изолировать Россию даже без участия США. Прибалтика столкнулась с ростом цен и остановкой заводов. Литовский завод удобрений Ахема объявил о приостановке выпуска аммиака. Борис Леонидович, если прибалты вознамерились изолировать Россию, хочется спросить, а изоленты хватит? Ну, если закрывать заводы по химической переработке угля, тогда с изолентой, конечно, беда. Придется импортировать. Не знаю, хватит ли бюджета. Если говорить серьезно, ну вот сейчас прошло почти 2 месяца с того момента, как объединенные энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии вышли из состава электрокольца БРЭЛ. То есть вот 1,5 месяца, будем считать, их самостоятельной жизни. 8-го они отсоединялись, сутки работали изолированно, потом присоединялись к европейским двум энергосистемам. На всякий случай напоминаю, хотя те, кто нас смотрит, в курсе того, что никакой объединенной энергосистемы Европы не существует. Их там 6 штук. Они не синхронизированы между собой. Если говорить о самых крупных, это Нордпул. По названию понятно, что это Норд, столица в Осло. Норвегия не входит в состав Евросоюза, но энергетикам это не мешает спокойно работать. Есть еще более крупная объединенная энергосистема УЦТЕ. Это Центральная Европа. Это тоже не только страны Евросоюза. Там 34 страны сейчас, включая постюгославские, включая кандидата на вступление Турецкая Республика, куда она только не кандидат, куда она только по 20 лет, по 30 лет не вступает. А Прибалтика находится географически, если помните, между двумя этими системами. Если Польша – это УЦТЕ, то Финляндия, поскольку это Норд, это энергосистема Нордал. Вот для объединенной энергосистемы Прибалтики в Европе ввели аббревиатуру БАЛТСО, Балтийский системный оператор, по-моему, как так это расшифровывается. И возник вопрос, можно синхронизироваться с одной энергосистемой, с двумя сразу невозможно. Не получится. Тут или умным, или красивым. Прибалтика посередине. Перетоки, которые идут по двум кабелям, соединяющим, или кабелям, как там правильное ударение, пусть меня филологи поправят, которые соединяют энергосистемы Финляндии и Эстонии, два энергокабеля, один из которых не работает, поскольку его перед началом отопительного сезона чем-то зацепил кто-то, как-то, зачем-то, в общем, порвал он его. Это соединение БАЛТ-СО с Нордал. У Латвии соединение только с соседями по Прибалтике, с Эстонией, с Литвой. У Литвы интереснее. Есть кабель, который соединяет со Швецией, то есть это БАЛТ-СО, объединенная с Норделом, и воздушная линия электропередачи, соединяющая с энергосистемой Польши. То есть соединение БАЛТ-СО с УЦТЕ. Отсекая себе даже технические возможности перетоков из России, из Белоруссии, если на языке экономистов, это снижение диверсификации поставщиков. Результат должен был быть, чем меньше поставщиков, тем выше будут цены, вполне очевидно. Но я, например, не думал, что это будет настолько значительно, как это мы наблюдаем вот спустя 1,5 месяца. Можно отбросить, конечно, зимний период, отопительный сезон, балтийские ветра, здесь все понятно. Вот где больше ветроустановок, там цена и дешевле. В Финляндии, соответственно, было значительно дешевле, чем в Прибалтике. Что характерно, стоимость киловатт-часов для всех 3 прибалтийских тигров, в общем-то, одинаково до последнего евроцента. Не знаю правил работы энергобиржи Нордпул, но вот такой результат. То есть, если говорить о моменте, когда Прибалтика еще работала в единой энергосистеме БРЭЛ, в едином энергокольце, разница в тарифах не была настолько значительной, как мы наблюдаем сейчас. Если говорить о конце января, вот заглянув на торги на бирже Нордпул, мы можем наблюдать. В Финляндии 35 евро 38 центов за мегаватт час.
в Прибалтике в это же время 135-150. Далее происходит отсоединение, присоединение сразу к двум энергосистемам, а вот то, что мы наблюдаем на 2 апреля 2025 года. Стоимость мегаватт-часа в Финляндии 60 евро 28 евроцентов, в Эстонии 74,48, в Литве 63,95. Но колебания цен значительные, и в Прибалтике они более масштабные, чем в Финляндии. Финляндия на день сегодняшний достаточно удобно себя чувствует. То, что туда прекратились поставки российского газа, большого значения не имело по той причине, что в балансе выработки электроэнергии на долю газа в Финляндии приходится всего 15%. То есть здесь оказать какое-то глобальное явление не получится. Тем более, что Финляндия достаточно много времени уделяла на то, чтобы строить электростанции на возобновляемых источниках энергии. Я имею в виду древесную щепу. Звучит несколько неожиданно, но, тем не менее, по европейским меркам, раз деревья растут каждый год, значит, они возобновляются. Все в порядке. Чем это удобнее к тому, к чему мы привыкли, солнечные ветровые электростанции, древесные, производство тепла и электроэнергии на древесной щепе от погоды не зависит. Сколько деревьев нарубили, столько получили. Ну, а то, что перед началом отопительного сезона поломался кабель, приписывалось, разумеется, Петрову и Баширову, но как-то вот не срослось. Обвинять обвинили, но до дела не довели. Я просто напомню, что перед началом предыдущего отопительного сезона между Эстонией и Финляндией поломалась газовая труба. Газовый терминал регистрационный плавучий находится у берегов Финляндии. Вот в предыдущий отопительный сезон Финляндия никак не могла помочь Эстонии с газом. В этом отопительном сезоне Финляндия никак не могла помочь с электроэнергией. Так бывает. При такой волатильности цен, которую мы в Прибалтике видим, и, в общем-то, я думаю, что по итогам первого квартала скоро официальные итоги будут подведены, насколько выросли тарифы, в Эстонии закрылся один из крупнейших потребителей электрической энергии, бумажный завод или картонный завод рядом с Сталином. Теперь вот настала очередь Ачема. Но Ачема не настолько сильно зависит от тарифов на электроэнергию, сколько от стоимости газа. Волатильность цен на газ мы тоже видим, и мне кажется, что Ачема принимает достаточно такое объективное, взвешенное решение. При стоимости газа в районе $500 за 1000 кубометров выпускать продукцию, конечно, можно. Другой вопрос, можно ли ее продать с прибылью. С учетом того, что не сильно далеко от могучего государства Литвы находится маленькая изолированная Россия, и стоимость газа у нас несколько отличается, раз так в 5, в 6, в 7. Бороться с этим, видимо, не получается. Пока никакие рестрикции на российские удобрения еще не введены. Попытки были, но все компании, занятые в агросекторе в Европейском Союзе, сказали, что так делать не надо. Если ввести заградительные пошлины или ввести какой-нибудь эмбарго на поставки российских удобрений, то получится, стоимость будет настолько веселой, что удобрения будут вносить чайной ложкой на гектар. Не нравится это европейским аграриям, они хотят видеть нормальный урожай. Из борьбы за место под солнцем выходили норвежские заводы, расположенные по всей Европе. Теперь настала очередь литовских. Я думаю, что пока в запасе еще остается 2 завода, выпускающие азотное удобрение в Польше, посмотрим, как у них будет получаться. У Польши собственный терминал. Может быть, там волатильность не настолько велика, может быть, продержится, может быть, нет. Но я не на тему позлорадствовать. Вот прибалты взяли, отсоединились, получили рост цен. Мне кажется, что это их проблема, а наша задача фиксировать причины, которые приводят вот к таким результатам. Снижение диверсификации, рост цен. Рост цен, рост цен на электроэнергию, рост цен на природный газ как на химическое сырье, неизбежный рост себестоимости во всех отраслях экономики, которые являются энергоемкими или которые работают на переработке природного газа.
Так делать нельзя. Вот для себя мы зафиксировали, а какие оргвыводы будут делать правительство Латвии, Литвы и Эстонии, ну, можем понаблюдать из чисто академического интереса, как они будут бороться с тем, что, собственно говоря, сами и сделали. Это занимательно, но не более того. Для нас, ну, на мой взгляд, вот те выводы, которые достаточно очевидны, то, что пока наше государство государственным образом корректирует тарифы на природный газ, для наших производителей весьма-весьма выгодно. Мы вот таким образом и получаем возможность расширять свой сегмент рынка. Делаем мы это достаточно уверенно. Напомню, что по итогам прошлого года производство удобрений в России выросло сразу на 8%. Ниши есть, они вполне очевидны. Та же Индия, там по всей территории требуется азотное удобрение, то есть можно производить и производить. Рост не кратный, проценты вполне приличные, потому что нельзя забывать о том, что начиная массовое производство удобрений, мы можем просто обрушить цены на мировом рынке, нам это точно не требуется. Так что, на мой взгляд, обстановка нормальная. Прибалты люди свободные, свободно отсоединились, свободно присоединились. Сейчас, я думаю, будут свободно строить ветроэлектростанции, может быть, тоже с щепой поиграют. У них, слава богу, земли много, выращиваются специальные породы деревьев, которые буквально за 3-4 года становятся энергетическим сырьем. Так что можно бороться, можно строить ветряки. С учетом того, насколько часто в Прибалтике солнечная погода, можно строить солнечные панели. Будем наблюдать, будем смотреть, будем делать выводы для самих себя, что можно, что нельзя. Ну и, конечно, будем наблюдать за тем, как будет развиваться атомная энергетика в Эстонии. Заявка уже сделана. Британский стартап, который сумел получить лицензии на строительство в Канаде от государственного регулятора, по оценкам канадцев, которые заказали строительство атомного реактора малой мощности, по оценкам самой английской компании, где-то к 1935 году этот реактор будет уже построен. И после того, как появится референтный блок, Эстония стремительно будет строить у себя. Так что те из нас, кто доживет года до 40-го, до 50-го, увидят атомную энергетику в Эстонии, с чем, собственно говоря, можно поздравить. Единственное, что мне остается напоследок, наверное, сказать, даже в том случае, если бы где-нибудь к берегам Эстонии, Латвии, Литвы подошел плавучий атомный энергоблок от Росатома, тарифы были бы ниже. Но Прибалтика простых путей не ищет. Прибалтика занимается изоляцией России. Единственное, что вот изоленты не хватает, а так, конечно. Борис Леонидович, такой вопрос. А вот Ахема– это достаточно крупное предприятие. Не вызовет ли это какой-то всплеск других банкротств? Но опять же будем наблюдать, а чем это действительно группа компаний, там не только производство азотных удобрений в Йонове, это небольшой городок в Литве, есть достаточно диверсифицированный бизнес, то есть я думаю, что как раз группа компаний Ачема выдержит, а вот как будут себя чувствовать экономика той же Литвы, это достаточно серьезный налогоплательщик, достаточно большое количество рабочих мест, временные приостановки у Ахемы уже были в 2023 году, но тогда они были, как выяснилось, временными. Если вы припомните, то одно время стоимость природного газа в Европе была в районе $300 за 1000 кубометров, но теперь она выросла почти вдвое, ну и Ахема вот не выдержала. Какие еще предприятия пойдут на банкротство? Ну, опять же, можем только гадать и фиксировать, делать выводы для самих себя, что можно себе позволить, что нельзя. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии к данному видео. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал.